Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Женатан. Сегодня я расскажу и покажу вам, как я обрабатываю уторы на своих бочках, какими фрезами нарезаю уторный паз, как делаю фаску с торцов, какими приспособлениями и фрезерами я пользуюсь. В прошлых видео мы уже стянули остов нашей бочки. Теперь, для того, чтобы обработать наши уторы, сделать их абсолютно круглыми по наружу и абсолютно круглыми по внутри, значит, нам необходимо для начала сбить уторные обручи нашей бочки. После снятия уторных обручей нам необходимо по наружу обработать наш остов шлифовальной машинкой, для того, чтобы придать абсолютную округлость нашей бочке. Итак, я обработал наши бочки по наружу возле торцов, придал форму окружности. Также я выровнял все клепочки шлифмашинкой в одной плоскости. Теперь нам остается только набить назад наши уторные обручи и приступать к обработке наших торцов изнутри. Для обработки наших уторов понутри, для выравнивания, я использую вот такой вот двурукий фрезер и прямую пазовую фрезу. Высота рабочей грани 40 мм, диаметр 16 мм. Хвостовик данной фрезы 12 мм. Из ГОСТа 8777 80-го года мы можем видеть, что расстояние от уторного паза до торца бочки 25 литров равно 22 мм. Бочки 50 литров равно 25 мм. Размер уторного паза у нас составляет для обеих бочек 3 на 3 мм. 3 мм шириной и 3 мм глубиной. Для нарезания уторного паза я использую вот такую кромочную фальцевую фрезу с высотой рабочей грани 3 мм. А глубину я регулирую вот таким вот кольцом. Значит, у нас обкаточный подшипник, на него выточена втулка из капролона. И получается, глубина работы нашей фрезы, нашего ножа не превышает 3 мм. В итоге мы получаем уторный паз шириной и глубиной 3 мм. Я уже закрепил пазовую фрезу во фрезер. Значит, и отрегулировал выступание фрезы над подошвой фрезера на 33 мм. Почему 33? Потому что по ГОСТу у нас расстояние от уторного паза до торца нашей бочки 25 мм, ширина самого паза 3 мм, это 28, и 5 мм я беру про запас, значит, итого получается 33 мм. То есть наша бочка будет обработана на глубину от торца 33 мм. Для обработки нашей бочки понутри я использую горизонтальный упор, который шел в комплекте с фрезером, с его направляющими, но с маленькой доработкой. Значит, было переделано вот это колесико обкаточное и сделаны две такие вот стоечки с дополнительными маленькими обкаточными колесиками. Все это дело мы становим в наш фрезер. Закрепляем. И в принципе на маленьких бочках можно работать. Но для бочек побольше я сделал вот такое вот приспособление. Здесь два зажима аналогичных, которые находятся в подошве фрезера. Мы продеваем наши направляющие
в эти отверстия. Они вот проходят через эти зажимы, наши направляющие. И мы болтами фиксирующими их зажимаем. У нас получается вот такая вот хитромудрая конструкция. Значит, вот наша фреза, вот наше обкаточное колесо. И в принципе мы можем с помощью вот этих болтов регулировать нужную нам толщину клепки, которую мы можем сделать. То есть от минимальной до максимальной. Учитывая то, что я работаю без рейсмуса, и у меня толщина клепки все равно гуляет, в пределах плюс-минус миллиметр. Значит, мне нужно сделать толщину клепку полностью одинаковой по всему периметру нашей бочки. Для этого я выставляю толщину клепки самой минимальной, которая есть в нашем остове. Фиксирую болтами наш горизонтальный упор и прохожу по кругу. В результате мы получаем клепки пусть минимальной толщины, но они все у нас одинаковые. Таким образом мы обрабатываем оба утора нашей бочки. Для чего нужно это хитромудрое приспособление? Учитывая то, что диаметр нашей бочки довольно-таки значительный, и нам нужно выдержать угол наклона нашей клепки, так как у нас бочка имеет форму выпуклую. Для этого я использую вот такое вот приспособление. Значит, здесь у нас имеет место вот такой вот угол, который получается в результате, когда мы ставим наше приспособление на бочку совместно с фрезером, нам дает необходимый нам наклон нашего фрезера и, соответственно, нашей фрезы. Мы выставляем толщину, находим в данном остове самую минимальную толщину, какая есть у нашей бочки. Вот, допустим, вот эта клепочка. Значит, ставим наш фрезер с упором, подводим нашу фрезу. Закрепляем и начинаем работать. В результате обработки мы получаем вот такую вот кучу стружки и идеально ровные окружности наших уторов. Наши клепочки теперь все одинаковой толщины, что в этой бочке, что в этой 50-литровой бочке. Вы видите, что толщина нашей клепочки везде одинакова. Теперь можно приступать к нарезанию уторного паза. Для нарезания уторного паза я использую все тот же фрезер, но теперь на фрезер я поставил нашу кромочную фальцевую фрезу с высотой рабочей грани 3 мм. Выставил расстояние до ножа 25 мм от подошвы, снял горизонтальный упор и осталась только моя приспособа. Значит, мы становим наш фрезер на бочку, выставляем, закрепляем и начинаем нарезать наш уторный паз. Вот какой паз мы получаем. Расстояние 25 мм от торца и глубина нашего паза 3 мм. Но если быть точным, 3,3 мм. Последнее, что нам остается сделать, это сделать красивую фасочку нашего торца.
Фаску буду нарезать вот таким вот одноруким фрезером. И вот такой вот фрезой под 45 градусов я нарезаю фаску на уторах своих бочек. Вот какая фаска у нас получается. Теперь нам остается сделать днище, вставить и переходить к изготовлению обручей и шлифовке бочки по наружу. Кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, берите на вооружение мои идеи и наработки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!